Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас пятница, 12 августа, выпуск промежуточный, он же экстренный. Экстренный, потому что идет война. Мы, видите, делаем два промежуточных выпуска в неделю. Посмотрим на внимание и интерес нашей аудитории к нашим выпускам. И дальше будем варьировать количество промежуточных выпусков. А основной выпуск, выпуск итогов недели, у нас, как обычно, стандартно по воскресеньям с Сергеем Жирновым. Так, теперь давайте теперь посмотрим, какие события у нас произошли с нашей с вами последней встречи. Ну, во-первых, Дмитрий Анатольевич Медведев, это, я напомню, бывший президент России. Как бы скептически мы все к нему не относились, но это президент России бывший, он все-таки представлял нашу страну и на внутреннем рынке, так сказать, и на международной арене. Многие, действительно многие питали надежды насчет Дмитрия Анатольевича, но надежды были напрасны. Я Дмитрия Анатольевича знаю довольно давно. Лично его знаю, лично с ним общался с 2008 года. Уже тогда я видел и все понимал, насколько это ничтожный человек и ничтожная личность. Он был тогда полностью зависим от Владимира Путина полностью на любых переговорах, где участвовали Путин и Медведев. Медведев практически ничего не говорил, исключительно выполнял представительские функции, а все переговоры и все общение вел Путин. Поэтому особых надежд, конечно, у людей знающих, у людей понимающих, что происходит в политике на тот момент, конечно, иллюзий не было. Так вот, президент Владимир Путин отправил Дмитрия Анатольевича Медведева, еще раз подчеркну, бывшего президента России, с координационной целью в так называемую ЛНР. Общение с марионеточным правительством – это высшая степень унижения для Дмитрия Анатольевича. Многие этого не понимают, многие просто смотрят на это событие как на событие абсолютно рядовое, как событие заурядное и не обращают внимания на такие мелочи. А надо сказать, что Владимир Путин очень любит издеваться над людьми. Это действительно в его натуре. Он такой, как мелкий человек, как человек с такой гнилой душонкой, очень любит издеваться. В детстве, вероятно, над ним довольно сильно издевались, что, собственно говоря, не особо и скрывал в общении. Он рассказывал, что действительно старшеклассники и ребята постарше во дворах, там, где он рос, издевались над ним. И, собственно говоря, это сподвигло его пойти, так сказать, приобрести физическую форму и, я имею в виду, окунуться в спорт. И его желание постоять за себя. Ну, желание само по себе не окупилось, просто он завел знакомства нужные ему, и он понял, какую роль, какую серьезную роль играют знакомства, когда он начал заниматься спортом, завел себе друзей, которые, ну, друзей, давайте назовем это не друзьями, а однокашниками, да, тех людей, которые тоже занимались с ним спортом, были постарше, они стали заступаться за него, и после этого Путина уже мало кто трогал. Тогда же родилась у него идея пойти в КГБ, это я слышал лично от него. Он понял, что должно быть что-то, что его защитит. Организация такая мощная, как КГБ, несомненно, могла защитить его от внешнего мира, да, от того агрессивного мира, который встречал его во дворах, который встречал его в школе. Я имею в виду, сначала это был спорт и друзья со спорта, ну или, как мы уже выяснили, не друзья, а те люди, которые считали его своим товарищем, старшие товарищи, скажем так. И вот проекция на ту ситуацию как раз стала его движущим фактором для того, чтобы он пошел в дальнейшем в КГБ. Это стала его идеей фикс. Путин всегда неизменно стремился под чью-то защиту до определенного времени. Так вот, издеваться, он понимает, что такое издевательство, прекрасно знает, на какие струнки давить. Он неплохой дипломат, надо дать ему должное. Он прекрасно находит
прекрасно находит темы для общения с людьми, он неплохой собеседник, он умеет уговорить, он знает, куда надавить. Это действительно так. Опять-таки надо отдать ему должное. Так вот, зная свое окружение, прекрасно зная сильные и слабые стороны своего окружения, он прекрасно маневрирует между ними, прекрасно осуществляет пресловутую систему сдержек и противовесов. Дмитрий Анатольевич Медведев ему известен как никто другой. Он прекрасно знает все его слабые стороны, сильных сторон у Дмитрия Медведева. К счастью или к сожалению, нет. И Путин издевается, регулярно издевается над Медведевым, отослав его с координационной миссией в так называемую ЛНР. Это чистая форма унижения. Конечно, не по рангу бывшему президенту России и заместителю председателя Совета Безопасности ехать общаться с фигурами, которые являются по своей сути марионеткой. Отправляя Дмитрия Медведева, Путин выразился в контексте, что кто еще может лучше скоординировать алкоголиков и наркоманов, как не лучший, как не главный наркоман страны Дмитрий Анатольевич Медведев. Именно с такой формулировкой был отправлен Медведев. Конечно, никаких функций сам Медведев там не выполнял. Это демонстрация его ничтожности. Для кого-то эта демонстрация ничтожности не сыграла никакой роли. Но люди знающие, люди из Кремля, которые знают, куда смотреть и понимают политику Владимира Путина, понимают его нутро, понимают его стимулы, понимают, как он руководит страной, прекрасно знают его издевательскую манеру общения, прекрасно знают, что Владимир Путин просто издевается над Дмитрием Медведевым, так точно, как он поиздевался и над силовым блоком. Давайте обратим внимание, что вместе с Медведевым, под его начальством, под начальством Медведева, это ли не унижение, поехали в так называемую ЛНР и Бастрыкин, глава Следственного комитета, и генеральный прокурор Краснов и Бортников, директор ФСБ. Я понимаю, что они скептически смотрят на Дмитрия Анатольевича, на свою миссию, но я тоже знаю о том, что они прекрасно понимают, что Путин таким образом унизил и их. Еще раз повторяю, это ли не унижение быть в подчинении у Дмитрия Анатольевича Медведева, откровенного клоуна и фрика? Именно клоуном и фриком считают все без исключения в кремлевском пуле именно Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич конченый человек, спившийся, разложившийся морально и эмоционально, ничего из себя абсолютно не представляющий, еще раз повторяю. Поэтому, конечно, визит не имел никакого значения, исключительно как в понимании того, что сейчас происходит в Кремле. Над Дмитрием Анатольевичем, над силовым блоком Путин откровенно поиздевался. На этом, собственно говоря, эта поездка и закончилась, и никакого другого смысла однозначно не несла. Так, теперь давайте вернемся к действительно важным и ключевым событиям. Путин вчера провел несколько совещаний. Одно из совещаний было с представителями Генерального штаба Министерства обороны, которые честно и откровенно сказали Путину на его просьбу ответить честно и откровенно. Сказали, что никаких громких побед в ближайшее время ожидать не стоит. Хотя до этого обещали клятвенно и не сдержали своего слова. Путин не любит таких людей. Путин очень любит людей, которые берут на себя ответственность, но очень не любит людей, которые его разочаровывают. Посмотрим, какие санкции будут относительно этих людей. Я думаю, что мы увидим это уже в ближайшее время. А вот Путин не сидит, сложа руки под столом или еще где-то. Он занимается. Он после этого небольшого совещания оперативного, которое проходило в режиме видеоконференции, он пообщался с несколькими своими знакомыми, близкими, теми людьми, которых мы называем близким окружением. Среди них и Юрий Ковальчук. С Юрием Ковальчуком он имел отдельный разговор. Еще раз подчеркиваю, отдельный разговор. Юрий Ковальчук основной друг и соратник Владимира Владимировича Путина. И именно он был одним из тех идеологов, которые настроили на войну Владимира Путина. После общения с близкими Путин собрал новое совещание, в котором помимо двух представителей Генштаба, двух представителей Министерства обороны, главы одной из служб ФСБ, директора СВР Нарышкина
участвовал еще и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Совещание тоже проходило в режиме видеоконференции, и во время совещания Путин предложил высказать, участникам совещания высказать свои мысли по поводу того, каким образом можно преломить ситуацию на фронте, либо добиться другим образом каких-то значимых побед, для того, чтобы сместить фокус внимания с неудач в Украине, либо переломить ситуацию в Украине, для того, чтобы громкие победы не заставили себя ждать уже в ближайшее время. В ответ он услышал по большей части что-то невразумительное, тогда он предложил сам. Вероятно, то, что он предложил, было обсуждено им и с Юрием Ковальчуком, и с людьми из близкого окружения несколькими часами ранее. Он предложил следующее. Он предложил подумать и высказать свои мысли насчет того, что если провести новую спецоперацию, параллельно украинской, в другой стране, в третьей стране, для того, чтобы сместить фокус внимания, для того, чтобы там осуществить быструю и мощную победу. Присутствующие на совещании, ну, присутствующие, имеется в виду в режиме видеоформата, поддержали идею Владимира Путина, поддержали активно, обсуждали более часа эту идею. По итогам этого совещания было решено, и Путин дал поручение Николаю Патрушеву подготовить планы специальной военной операции относительно Грузии, один план, и один план относительно Казахстана. Причем настолько быстро, насколько это возможно. Путин попросил, ну или не то, что попросил, потребовал. Давайте будем говорить, да, Путин реально практически никогда не просит. Путин дал распоряжение предоставить ему эти планы уже к 1 сентября. Путин хочет быстрых и значительных побед. Путин хочет продемонстрировать и на внутреннем рынке, что называется, и на внешних контурах, что армия сильна, он силен, его армия сильна, его идеи сильны, и в Украине это просто недоразумение или плохое воплощение его идей. И вот агрессия относительно Грузии или Казахстана, результативная, по его мнению, должна стать апофеозом его значимости, его борьбы против внешнего мира. Получится или не получится, на это надо смотреть на планы. Надо дать должное, Николай Патрушев умеет составлять такие планы, по крайней мере не он сам, но под его руководством составляет довольно много таких планов. Не все далеко они принимаются, далеко не все они осуществляются. Я хочу напомнить, что, например, исполняющий обязанности в данный момент начальника генерального штаба Валерий, наш уважаемый Герасимов, ну, уважаемый в кавычках, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, огромное количество планов предоставлял Владимиру Путину с гибридными спецоперациями, которые были действительно по своей сути гениальны, и осуществив даже части из них, можно было добиться довольно значительных результатов. Но Путин всегда с большим вдохновением эти планы принимал, давал распоряжение подготовить их к реализации, но ни один из этих планов в полной мере не был осуществлен. Еще раз подчеркиваю, ни один из этих планов в полной мере не был осуществлен. Поэтому, еще раз подчеркиваю, Владимир Путин довольно часто дает такие распоряжения, но те планы, которые готовят по распоряжению Владимира Путина, далеко не всегда осуществляются. Я вам как-нибудь расскажу довольно интересные моменты, когда он отдавал распоряжения действительно судьбоносные для страны и для многих значимых личностей в России. И через полчаса просто отменял свои распоряжения, ну, либо там через час отменял свои распоряжения. Но самое интересное, что его окружение уже прекрасно знает манеру Владимира Путина руководить, и поэтому такие резкие, жесткие распоряжения практически никогда сразу не приводятся в исполнение. Более того, они никогда практически не передаются по цепочке. Всегда это держится до определенного момента, когда становится понятно, что Путин не изменит своего мнения, и тогда только эти планы осуществляются. И распоряжения, вернее, Владимира Путина, только тогда они осуществляются. Это очень интересная манера, очень интересное понимание людей вокруг Путина. И это не дало случиться нескольким
ключевым ошибкам, действительно ключевым, распоряжения были даны как-то. Ну, когда-нибудь опять-таки я расскажу, сейчас абсолютно не время, и надо, чтобы это было довольно значительным событием, я имею в виду обнародование этой информации, потому что это действительно очень важно и будет важно в будущем для понимания того, как происходило руководство страной. Так, я думаю, что давайте на сегодня я вас уже больше утомлять не буду. Я знаю, что многим нравятся наши выпуски, и давайте с вами уже увидимся, услышимся в итогах недели с Сергеем Жирновым. И на этой неделе происходило действительно много важных и значительных событий. Мы обязательно обсудим. На сегодня давайте поставьте лайк, если вы считаете, что наша деятельность, вы поддерживаете нашу деятельность и считаете ее правильной. А также напишите комментарий с вашими пожеланиями, с вашими мыслями, с вашими вопросами. Я постараюсь подобрать наиболее часто упоминающиеся вопросы и ответить на них в одном из наших выпусков, и либо вообще, если будет какая-то тема, которая вас наиболее интересует, я сделаю отдельный выпуск, который посвящу этой теме. Большое спасибо, что были со мной. Если есть возможность и желание поддержать нас, есть подписка на Patreon в описании к этому видео. Есть подписка на многочисленные наши ресурсы, в том числе на телеграм-каналы. Подпишитесь на все, чтобы нас поддержать. Поставьте лайк, еще раз повторяю, к этому видео. Есть наши криптовалютные кошельки, есть подписка на спонсирование нашего канала. Поддерживайте нас, мы работаем для вас. И самое главное, мы вас любим, и это искренне. Всего доброго, до свидания.